Всем привет! Сегодня я хочу представить вам Рочу. Персонажа пятизвездочную с боевыми перчатками и наносящая урон типа Хавок, которая отлично подходит для усиления союзников, ориентированных на базовые атаки. Она энергичная девочка из Риношиты в костюме шута, которая не только усиливает свою команду, но и великолепно собирает врагов в одну кучу. Если вы любите персонажа, способных наносить серьезный урон, давать крутые бафы и держать ситуацию под контролем, Роча может стать вашим лучшим выбором. Начнем с ее главной фишки. У Рочи есть особая механика воображения в рамках ее порты способности, которая накапливается до 300 единиц. Когда она активирует навык резонанса, она переходит в состояние за гранью воображения и может совершить до 3 подряд воздушных атак под названием «Реальная фантазия». Каждая из них расходует 100 воображения, и хотя формально считается базовыми атаками, на деле наносит урон категории заряженных атак, то есть тяжелых атак. Название может сбивать с толку, но суть проста, это мощные удары. Еще один ключевой момент, ее ультимейт, который наносит мощный АОЕ урон в категории тяжелых атак, и при этом дает приятное усиление всей команде. С правильной прокачкой шанс крита выше 50%, Роча добавляет союзникам дополнительный базовый показатель сил атаки на 30 секунд. И максимум можно получить 200 очков, если ее крит шанс достигает 70%. Кажется сложным, но запомните основное. Чем больше у нее крит шанс, тем сильнее усиливаются ее союзники. Отдельного упоминания заслуживает навык резонанса Рочи. Он не только восстанавливает воображение, но и призывает торнадо, сближающие врагов. Это дает ей огромное преимущество при сражении с несколькими целями. Всех можно собрать в одном месте и быстро разобраться с ними. Добавьте к этому простой цикл действий. Навык интро. Загружаем порты. Навык резонанса, 3 прыгающие атаки фантазии, ульта, навык эхо, а затем выход из боя и получите очень удобный и легкий геймплей. Навык аутро тоже заслуживает внимания. Он дарит вошедшему в бой персонажу плюс 25 к урону от базовых атак и плюс 20 к урону от типа Хавок. Это особенно круто для таких ДПС, как Хавок Ровер или Камелия. А благодаря ее второму врожденному навыку, Роча дарит следующему бойцу возможность самим превратиться в торнадо на целых 14 секунд. Одно из лучших средств для группировки врагов в игре. В боях с одним боссом это, конечно, не особо полезно, но в зачистках большого количества мобов бесценно. Однако у Рочи есть серьезные конкуренты. Санхуа – топовая и более доступная гибрид-баффер, занимающая схожую роль. А у Данжи тоже есть свои сильные стороны. При том, что Рочи наносит хороший личный урон и обладает мощным контролем. Она требует немного больше времени на поле боя и не является бесплатным персонажем, что может стать минусом для некоторых игроков. Если же в игре будет все больше сражений с группами врагов, ценность Рочи возрастет благодаря ее уникальным способностям к массовому контролю и мощным бафам. В целом, если вам нужен веселый, простой в освоении гибрид с сильными бафами, торнадо и милым питомцем по имени Пера, Рочи вам определенно понравится. Но если у вас мало ресурсов или вы предпочитаете более универсальную поддержку, то, возможно, стоит подумать. В любом случае, играть за нее одно удовольствие, особенно если вам нравится эффектно управлять полем боя. Хорошо, давайте перейдем к выбору наилучшего оружия для Рочи. Она обожает высокий шанс крита, прирост к силе атаки и бонус к урону типа тяжелых атак. Так что правильные перчатки могут серьезно усилить ее потенциал. Вот список лучших выборов. Трагикомедия. Сигнатурное оружие Рочи. Если вы хотите самое топовое оружие, то это именно оно. Трагикомедия дает огромные бонусы к крит шансу, что позволяет легко достичь заветных 70% даже с посредственной прокачкой шмота. Плюс сюда добавляется хороший прирост к проценту атаки и внушительный бонус к тяжелым атакам. Идеально подходящий под стиль игры Рочи. Следующее у нас сигнатурное оружие Сян Ли Яо. Еще один отличный выбор для персонажей, полагающихся на высвобождение резонанса. Здесь у вас и 24 крит шанса, и 12% универсального бонуса к урону, и целых 48% урона бонуса к урону от высвобождения резонанса на 8 секунд. Причем эффект может растянуться до 23 секунд.
Если время прожимаете ваше высвобождение резонанса, вы всегда будете иметь этот баф в нужный момент. Дальше у нас всплеск бездны. Один из лучших видов перчаток в игре, конкурирующий только с четырехзвездочным оружием при наличии нескольких дубликатов. Обладает высокой базовой атакой, хорошим процентом атаки, дает дополнительную регенерацию энергии, что освободит слоты в шмотах для чего-то более полезного. И предлагает простое условие для увеличения урона от навыка резонанса и базовых атак. Дальше у нас небесная спираль, бесплатный вариант четырехзвездочный, лучший фри-то-плей вариант для тех, у кого нет доступа к более редким перчаткам. Дает неплохой прирост к проценту атаки при использовании навыка резонанса, а также немного энергии. Может не быть и таким впечатляющим, как пятизвездочный навык, но вполне надежен, особенно если ваш персонаж зависит от показателя атаки. Следующий вариант это пустой мираж. Хороший универсал, который дает баф к атаке в процентах и защите после использования резонансного высвобождения в виде 3 зарядов. В поздней игре высвобождение применяется довольно часто, так что удерживать эффект будет легко. Но будьте осторожны, при получении урона вы теряете 1 заряд. Если умеете играть аккуратно, воспользуйтесь этим на максимум, а если нет, придется смириться с тем, что эффект будет слабее. И последний вариант это стандарт. Специализированное оружие для персонажей, полагающихся на урон от высвобождения резонанса. Предоставляет бонус к урону этого типа, а также обладает высоким показателем характеристик и основным статом на крит шанс. Даже если ваш герой не сосредоточен исключительно на высвобождении, крит шансы сам по себе весомый аргумент. Ну что ж, давайте перейдем к выбору лучших эхо наборов для Рочи. Эти варианты помогают ей полностью раскрыть свой потенциал в нанесении хавок урона или же лучше раскрыть свой потенциал как саппорта. Первый вариант это у нас, естественно, новый сет реношиты Midnight Veil. Он у нас, его в реношите нам добавили. Дает 10% к урону хавок. Дополнительный сильный удар хавок при использовании аутра. Дает входящему персонажу бонус к урону хавок при использовании аутра владельцем сета. Этот сет лучше всего использовать только если у вас действительно высокие показатели критов. И при этом 5-звездочное оружие. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, лучше взять Moonlit Cloud. И раз мы уже этот сет используем, то нужно выбрать вот этого нового Херона, который тоже нам добавили в реношите. Nightmare, вот этот вот Impermanence Херон. Дает 12% к урону хавок и 12% к урону тяжелых атак в слоте основного эха. Великолепный выбор для героев, делающих ставку на урон хавок и тяжелые атаки. Идеально сочетается с сетом Midnight Veil. И следующий сет, естественно, безоговорочно, это Moonlit Clouds. Дает 10% к скорости восстановления энергии. При использовании аутра следующий персонаж, входящий в бой, получает 22% к силе атаки, что отлично работает на усиление сильного урона от основного ДД. Оптимальный выбор для большинства, кто не может дотянуться до высоких требований по криту и оружию 5-звездочному для сета Midnight Veil. Также отлично подходит, если хотите более понятный и универсальный буст командного урона. И с этим сетом тоже используем Херона, но уже старого, который у нас был до реношиты. Работает более как поддержка, но жертвует личным уроном персонажа, который его экипирует. Взамен вы получаете хорошую регенерацию энергии и плюс 12% к урону для следующего бойца, что отлично складывается с 22% бонуса сил атаки от 5-предметного набора Moonlit Cloud. Главное, правильно использовать аутро, быстро сменить персонажа и позволить вашему основному дамагеру выйти с мощным бафом. Теперь разберем, в какие слоты лучше всего выбирать и какие конечные показатели лучше всего подходят Рочи при полной уже конечной прокачке. Значит, в четверку ставим крит шанс, это приоритет для нас.
так как ей нужно 70 плюс крит шанса, чтобы идеально бафать с ульты. Если у вас уже по каким-то там причинам уже 30, извиняюсь, 70% крит шанса, то можно ставить на крит урон четверку. Обе тройки ставим на хавок, так как она хавок урон наносит и вполне может играть небольшую, скажем так, роль сап ДД. И, ну, естественно, единички на силу атаки. Тут уже сложно потеряться, как бы. Теперь давайте рассмотрим оптимальные характеристики Рочи на эндгейме. Помните, что в игре базовый крит урон составляет 150, а базовая скорость восстановления энергии 100%. Атака должна быть 1700 минимум, это если вы собираетесь ее собирать как саппорта. И максимум, если хотите, чтобы она еще урон наносила, 2200 плюс. Урон хавок 60 будет достаточно. И если вы хотите, чтобы она наносила максимальный урон, то 82 плюс, то есть 82 и выше. Все это будет зависеть от выбранного сета эхо для вас. Крит шанс должен быть минимум 70%. Обязательное условие для раскрытия полного потенциала бафов Рочи. Крит урон сверх базовых 150%, 100 плюс или 140 плюс. То есть итоговый показатель должен быть у вас 250% или 290%. То есть приблизительно около 300. Это если вы хотите, чтобы она гигантский урон наносила у вас. Скорость восстановления энергии должна быть 120% или 130%. Почему именно такие показатели? Прежде всего, Рочи крайне важно 70% крит шанса, чтобы она могла максимально усиливать союзников. После того, как вы обеспечите нужный уровень восстановления энергии, примерно дополнительные 20-30% сверх базовых 100%, чтобы поддерживать ее ротацию, вам следует сосредоточиться на крит шансе. Затем уже можно наращивать крит урон для повышения собственного урона Рочи. Не забывайте и про урон бонусы Хавок, ведь именно он является ее фишкой. Однако выбор оружия и эхо может немного сдвинуть приоритеты. Ну что ж, под занавес нашего подробного гайда давайте обсудим, в какие команды лучше всего вписывается Рочи и с кем она раскрывается на полную катушку. Она особенно хороша в составах с упором на хавок, ведь ее умения усиливают урон от базовых атак и хавок урона, а также стягивает врагов. Настоящий козырь. Посмотрим, кто же оптимально сочетается с ней. Во-первых, это, естественно, безоговорочно. Первое, это у нас Камелия. Используя аутро, Рочи дает 20% к урону Хавок и 20% урона от базовых атак. А Камелия как раз полагается именно на эти типы урона. Такой дуэт считается идеальным для Камелии, даже несмотря на конкурентов вроде Санхуа. Следующий вариант, с кем она хорошо синергирует, это у нас Ровер Хавок. Следующий вариант это, конечно, Ровер Хавок. У Ровера АОЕ невелика, но дамажит он весьма впечатляюще. Так что способность Рочи стягивать врагов значительно повышает эффективность его атак. Плюс Ровер получает ровно те же бонусы в 20% к Хавок и 25% к базовому урону, что и Камелия. Отлично подходят друг другу для массовой зачистки и быстрой расправы над боссами. Следующий вариант, скажем так, для любителей экстрима, это вот данжи. Если вы предпочитаете видеть данжи в роли основного дамагера, Рочи станет для нее отличным бафером. Их синергия проста и эффективна. И если подойти к сборке команды правильно, они смогут закрыть высокий контент без особых проблем. И дальше у нас идут два саппорта. Первый вариант это, естественно, Верина. Универсальный хиллер, которого можно вставить почти в любую команду. Помимо лечения дает команде высокий буст к проценту атаки и 15% усиления урона. Причем все это с весьма быстрой ротацией. Отлично работает в связке с Рочи. Здоровье в порядке, урон растет. И дальше, естественно, Хранительница берегов, без нее никуда.
Еще один премиум вариант поддержки и лечения с упором на бафы. 12,5 крит шанса, 25% крит урона, плюс 25 к атаке и 15% усиления урона всей команды. Настоящий монстр бафов, делающий вашу команду намного сильнее. Ну и теперь рассмотрим, естественно, уже сами команды. Здесь один только... И теперь рассмотрим команды. Здесь только, скажем так, момент один. У меня Рочи нету, я ее скипнул, потому вы визуально представьте, что в третьем пустом слоте будет Роча стоять. Значит, первый вариант команды это у нас, естественно, Камелия, Верина или Хранительница Берегов, кто у вас есть. И в последний слот это у нас Роча. Это будет, скажем так, идеальная команда, если у вас все эти персонажи есть. Камелия отвечает за основной урон, Роча усиливает урон и стягивает врагов. А Хранительница или Верина обеспечивают лечение и дополнительные бафы. Следующий вариант это вариант для Ровера Хавок. Здесь ситуация та же самая, просто меняем Камелию на Ровера, а все остальное сохраняется. У нас или Верина, или Хранительница Берегов, и в последний слот Роча, естественно. Ровер отлично использует группировку врагов и бонусы от Рочи, а целители поддерживают всю команду. И последний вариант, опять же, ничего фактически не меняется. Естественно, вместо Ровера или Камелии просто ставим сюда данжи. Все остальное сохраняется. Это или Верина, или Хранительница Берегов. И в последний слот берем Рочу. Неожиданная мощная связка, если вы любите играть данжи, как основным ДПС. Роча выдает бафы, а хиллеры дополняют команду нужными комфортом и безопасностью. Геймплей за нее простой. Значит, заключается в том, чтобы базовой атакой сделать 4 удара. И после того, как у вас одна секция форта загорится, сделать shift, то есть уворот, чтобы прервать анимацию. И снова нанести 4 атаки, пока вы не загрузите полностью ее форты. Как только засветилась, отскакиваем. Снова. Засветилась секция, отскакиваем. Засветилась секция, отскакиваем. Теперь в этот момент нам нужно использовать ее скилл резонанса. И здесь уже тратим все 3 форты. После этого желательно в идеале использовать ульту, если она у вас уже готова. Используем ульту. Используем Херона и уходим на основного ДД. Здесь, если враги разбежались, используем доп навык, который нам дает Роча. И, собственно, делаем ротацию вашего ДД. На этом все. То есть, все, что в данном случае должен делать ваш основной ДД. И все. На этом вся ротация заканчивается. То есть, играть Рочей не сложно и не придется выполнять чего-то невероятного. Вот и все. Теперь вы знаете все необходимое о Роче. Если вы хотите добавить в свою команду надежные бафы высочайшего уровня, или просто ищите персонажа с потрясающей способностью стягивать врагов в торнадо, игра за Рочу доставит вам массу удовольствия. Ее несложная ротация, мощная синергия с Хавок персонажами и милый питомец Пера, все это делает ее отличным выбором для любой команды, ориентированной на Хавок урон. Следите за новыми обновлениями в Wuthering Waves. Ведь в будущем Роча может засиять еще ярче. Удачи и приятной игры вместе с Рочей.